Это видео начнется с вопроса. Надеюсь, вы не против. Скажите, пожалуйста, какой цели служат звуковые эффекты в кино? Дам вам секундочку подумать. We got a winner. I said we got a winner. We got a winner. Как мне известно, в кино главной составляющей является история, сюжет. А остальное это сопутствующее. Оно должно помогать историю рассказывать и при этом от нее не отвлекать. Про многие составляющие фильма говорится идеально, когда не видно. Актер играет хорошо, когда зритель не замечает о том, что перед ним актер. Работа сценографа сделана хорошо, когда зритель не задается вопросом по поводу помещения, в котором происходит действие. А монтаж должен быть незаметным. Продолжая логическую цепочку, легко сделать вывод о том, что звук, как и все прежде перечисленное, должен помогать воспринимать историю, а не отвлекать от нее. Но везде есть исключения. В этом видео я расскажу про интересные аудиальные составляющие фильма «Реквием по мечте» режиссера Даррена Аронофского. Внимание, спойлеры! На путевой карте нашего эссе я позволил себе отметить 3 пункта назначения. В первом из них я планирую кратко пересказать вам сюжет фильма и поделиться своими субъективными впечатлениями. Пункт номер 2 – рассказать, показать, объяснить и даже дать послушать хип-хоп-монтаж. А напоследок расскажу про саундтрек к фильму под названием «Люк Саутерна», успех которого чуть было не затмил успех самого фильма. «Реквием по мечте» — это фильм, основанный по книге Альберта Селби Джр. Он рассказан 2 параллельными историями, где с одной стороны мы наблюдаем за историей Сары Голдфаб, одинокой матерью и вдовой, живущей на Кони-Айленд, Бруклин. Однажды она получила звонок с телевидения, где ее спросили, не хочет ли она стать гостем ее любимой программы. Старушка соглашается и садится на диету, поскольку не влазит в красное платье, с которым ассоциирует часть жизни, наделенную смыслом. Вскоре соседка направляет Сару к доктору, который выписывает ей таблетки. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Связь другой истории происходит через ее сына Гарри Голдфаб, который со своей девушкой и лучшим другом придумывают и реализуют схему, суть которой заключается в том, чтобы покупать наркотики по оптовой цене и разбавлять их, продавать на рынке, чтобы насобирать достаточно денег и в итоге сбежать. What's the catch? От книги фильм унаследовал такое свойственное этому типу медиа деление на сезоны года. В конце лета, когда Гарри в разговоре с любимой говорит, что хочет сделать своей маме подарок, становится понятно, что история может закончиться плохо. Let's go get it now. Well, let's push off first. It's early, Harry. We shouldn't get going till tonight. В фильмах Даррена Аронофски герои всегда страдают от амбиций и обсессий, причем успех не преследует их долго. Зависимость берет верх над ними. Сара догадывается о причине происходящего с ней безумия, но так же, как и ребята помладше, оказывается бессильна перед обстоятельствами. С улицы исчезли наркотики из-за мафиозных разборок, а все деньги ушли на залог за Тайрона. К зиме страдающие от ломки парни решают отправиться во Флориду в надежде достать героин там. Для себя и для бизнеса. Сара к тому времени полностью теряет рассудок из-за преследующего ее телевизора, холодильника, желания попасть в шоу своего кумира и, конечно же, из-за амфетамина, который выписал доктор. Smashing dress you have on. В конце герои теряют свободу, тело и разум. Но не будем о грустном. У нас на очереди хип-хоп-монтаж. В 2000-х комментарии режиссера продавались на одном диске с фильмом, а в 2020-м каждый уважающий себя человек умеет пользоваться торрентами. Из чего следует, что вы сейчас сможете услышать не мои домыслы на тему хип-хоп-монтажа, а утверждение режиссера по поводу того, как он появился и каким целям должен по задумке служить. The challenge of the film was to connect the kid's story with the Sarah Goldfarb story. And I connect them through what we call hip-hop montages. The idea is to take, sharp sounds with sharp images and put them one after the other
and basically form almost a musical piece. So the first few images are the kids, Harry and Marion, getting high, and that transforms into Sarah Goldfarb drinking some coffee, popping a pill. Then my sound designer, Brian Emmerich, spent months upon months getting really, really cool sounds that help emphasize the images. Then when we lined them up, I wanted to connect it even more. And I grew up out on the beach in Coney Island, and one of the things I remember as a kid is planes would always come over because that was the landing pad to John F. Kennedy Airport. And it always had this amazing sound because it was planes really sort of high up in the stratosphere, sort of passing overhead. So what I did during that scene is that the sound of a plane sort of comes overhead. We start the sound of the plane in the back speakers of the theater, and slowly but surely they rise and rise and rise until the climax of the Sarah drug-taking sequence, and they hit the front speakers, and then boom, the overture starts, and we're into the Sarah story. This is my great hip-hop finale, and I guess it's a good time to talk about hip-hop montage. This is a technique that I sort of been evolving through Pi, and I think I first started on that first Hubert Selby Jr. short film I did. There was a montage in that I had to show that this character was doing really, really well. And I didn't want to do one of those cheesy sort of montages where the music comes on and the character's really successful. I wanted to try and do something very different, and so I sort of reached back to my sort of growing up in the 80s, listening to hip-hop music. And there's been hip-hop, music, rap, and there's been hip-hop dance, breakdancing, and there's been hip-hop art, graffiti. And there's been films about hip-hop, but there hasn't really been the use of hip-hop techniques used as a narrative technique to help push the story forward. And the idea was to basically take images and sounds and to sample them and to tell a story with them. And it actually really paid off really, really well in this movie. In Pi, it sort of connected with Max Cohn's obsessiveness when he took the pills and when he locked the door. In Requiem, since addiction is so much about obsession, it's really, really come to fruition, that technique. Because it connects all the different drugs. It shows you that these pills are the same as the heroin, which is the same as coffee, which is the same as the TV, that they're all deeply connected because I'm shooting them in the same type of way. And that was a big point of the film. And also I wanted to show how addictive they were and how addiction is about repetition and about obsession. So I think it worked really well. Then combining that with Brian Emmerich's work, our sound designer, which is just, basically taking the normal sounds of different shots and then really warping them out as the film gets more and more warped, worked really well. Speaking of Brian Emmerich, he was responsible for this track. Beyond being a sound designer, he's more known as a musician. He plays bass for a band called Fetus. And I asked him to put this together, which was sort of a klezmer version of a cha-cha. I sort of was thinking of, Bugs Bunny dancing on Porky Pig's head or Elmer Fudd's head, like rubbing in his face during this scene, because I wanted to pay off in that the sort of climactic scene of Ellen sort of freak out in the apartment. And that, I think he did a pretty good job. На этом моменте можно лишь упомянуть, что спустя 20 лет подобный монтаж окружает вас везде, и вы с ним хорошо знакомы без моих с Дарреном разъяснений. Просто в 2000-х его называли хип-хоп или МТВшным. Секунду назад Даррен очень уместно вспоминал про саундтрек, и мне кажется, это хороший момент, чтобы к нему перейти. А во время своего рассказа я планирую развлекать вас картинками из making-of. Наслаждайтесь. Люкса Этерна, исполненная квартетом Кронос и написанная Клинтоном Менселом, это музыкальная тема, которая отражает разбитые надежды реквиема. В ней острые моменты, исполненные струнным квартетом, переходят от плавной последовательности аккордов к грустному и пылкому крешендо. За 20 лет после выхода «Реквиема по мечте» Аронофский построил потрясающую карьеру сюрреалистических и психологических драм. Менсел написал музыку к десяткам фильмов, включая «Луна» и «Черный лебедь»,
А Люкса Этерна тем временем превзошла свою роль лейтмотива культовой классики Аронофски. Оригинальная песня Мэнсела и ее версии использовались во многих трейлерах к фильмам и видеоиграм, спортивных мероприятиях и видеороликах на YouTube. Звук теперь является признаком эпической драмы, узнаваемой даже для людей, которые никогда не видели реквием. Потом тонна ремиксов, и Люкса Этерна обрела индивидуальность, отличную от реквием. Но это был еще не конец. «Властелин колец. Братство кольца» — рекордный успех. А значит, две крепости не могут быть менее эпичными, а вот столь же эпичными запросто. Ну и там уже прочее разное всякое и менее значительное. Просто скажу, что вот такое тоже существует. Let me play you with. Ну так вот, к чему это я? «Реквием по мечте» — это прекрасный фильм, полный интересных решений, который много принес в человеческую культуру. А если верить комментариям под публикациями, с которыми я знакомился в рамках подготовки к видео, то еще и спасший половину земного шара от зависимости. Рекомендую к просмотру. Текст написал Андреев Глеб, голос и монтаж тоже принадлежат ему. Видео стало возможным, потому что мне нужно сдать сессию. Спасибо и удачи!